Но парень не сдавался и метлой махал и удалялся вглубь полей. И прям неплохо с ветром воевал, а ветер становился злей. Я сон мне по плечу, сильный я и ловкий, ветра проучу. Так, ну начнем с того, как я вообще пришел к этому всему. Вот, то есть я давно, естественно, всей этой американской штукой увлекался. У меня еще есть мотоцикл уже там порядка, наверное, 11-12 лет. И я, естественно, участвовал во всяких мероприятиях типа Original Meet. Ну и там видел эти машины. Плюс организатор Андрюха Зен, он сам венер. То я, для себя всегда хотел решить, это будет пикап или вен. Но я понял, что, наверное, вен более практичен для меня, потому что, как бы, хочешь внутри его вози кучу всего, и плюс людей можно больше перевести. И я начал так, просто начинать разбираться в теме. Скидывал там, например, я вообще еще ничего не понимал, потому что высокие крыши, конверсии, не конверсии. Но с годами пришел, что мне нравится все-таки такая классика, как они с завода выходят. Вот, с низкой крышей, маленькое количество окон. Ну, в общем, и стал в этом направлении искать его. Я скидывал какие-то варианты Зену, на которые он мне говорил, что он все-таки искал бы другие, потому что я вообще ничего не понимал. И были кандидаты. Сначала вот был Вен из болота, всем известный, который в результате Рокобили гараж выкупили. Он, наверное, тогда бы мне и не продал. Потом еще был вариант Жени Илгина, Додж клевый с огнем, но я, наверное, по бюджету его бы не вывозил все равно. Поэтому я выбирал между всеми этими Chevy, Dodge, там, Ford, но вот как-то я определился с этим, что, скорее всего, это будет Chevrolet. Дальше все удивлялись, грубо говоря, как я вот такой вот достаточно необеспеченный человек позволил себе такой автомобиль. И тут мне очень сильно в этом помог мой дед, который какое-то количество лет копил деньги, откладывал, и вот мне презентовал эти деньги, так сказать, что... И, конечно, наверное, мои родители не особо, наверное, бы, одобрили эти вложения, потому что они тратили совершенно на другое, там, покупали квартиры или куда-то вкладывали. Но в моем случае, я бы, наверное, скорее всего, эти деньги как-то проел или куда-то с ними, потому что я не особо умею с ними управляться. И я очень рад, что я часть этих денег потратил на эту машину, потому что я теперь каждый раз вспоминаю деда, она мне дарит столько эмоций, и это круто. То есть, это вот... Если бы не он, этого бы не было. Потом, все, появились деньги, и я, стал уже более так смотреть, но ничего в этом не понимая. И вот я скидывал, какие-то вот объявления там, которые казались мне нормальными, но это было все, конечно, ерунда. Какие-то мне не подходили по деньгам. И тут в какой-то из дней Андрюха Зен как раз мне скидывает объявление с Авито. И там стоит вот этот вен. Я стал смотреть, там были вырезаны, выпилены полы, там было он был не на ходу. Но там были с ним ништяки, о которых я позже расскажу. Спросил своей любимой жены, которая сказала фразу, которая тоже меня сразу же подтолкнула. Это она мне сказала: если ты его сейчас не купишь, ты никогда в жизни его не купишь. Мы стали, прорабатывать над тем, чтобы купить его и, в общем, всю эту тему запускать. В процессе всего я не умею торговаться сразу, я не умею ничего делать, поэтому я натравил моего любимого начальника Николая Викторовича Фишера, широко известного в узких кругах R&B диджея, такой группы, как «Братья Прат». Он умеет торговаться, и вот они, созвонились, и мы в процессе, там цена была, я ее озвучу, 150 тысяч рублей, поэтому скидывать уже было некуда, но в подарок с ним шли колеса и вот этот вот красный салон, и плюс радик и еще какие-то запчасти, даже, наверное, не все я еще использовал, и не все были от него. В процессе нам предлагали еще один коричневый вен, очень, кстати, знаменитый. К сожалению, он сгорел сейчас, его больше нет, но его было невозможно восстановить. И в результате его решили все-таки не продавать, потому что он был чьим-то складом, скорее всего, Алексея Елки, но
Это я точно не могу вам сказать. Значит, все, мы доторговались, договорились, и покупал я его вслепую. Он был в Москве, я был здесь. И я попросил просто съездить пацанов из Лоудели, за что им большой респект. Просто, грубо говоря, я перевел им деньги просто на карту, они приехали, вызвали Эвик и отвезли его до автовоза. Автовоз тоже каким-то чудом мы нашли за 10 тысяч рублей какой-то, я не знаю, тоже благодаря Коле. И все, он отправился в Питер и прибыл сюда. Поехали. Нас еще выпустят отсюда? Рассчитан оптимальный маршрут. Ну да, это вопрос, для чего был сейчас? Он прибыл на какую-то типа парковку автовозов, где-то в Купчино. Я приезжаю, это значит январь, ну, темнота, но я уже понимаю, как бы, что это такое, ну, как бы, начинаю понимать, что я купил, но, как говорится, обратной дороги нет. В тот момент, как бы, я понимал, что вэн я хочу, но где делать его я не понимал вообще и у кого. И так получилось, что как раз-таки, опять-таки, через Колю Фишера, у него, в общем, там дочки ходят в школу, и друг, в общем, короче, то ли одноклассник, короче, какой-то, в общем, его приятель, вот, Женя, который стал и моим приятелем, вот, он занимается такими машинами, и у его папы было парочку венов, то есть они шарят в нем, и мы едем туда, ну, в этот сервис. Естественно, мне сразу этот строгий папа говорит, что в этот вен это просто ужас, это полное говно, и вообще, типа, что это кошмар, и он мертвый вообще по всем параметрам. Мы запускаем этот процесс, и они, значит, начинают туда-сюда. Аккумулятора там не было, то есть торговались, но аккумулятор нам решили не отдавать. Но отдали много всего другого хорошего. Значит, они его заводили, но они так его заводили, что даже не смотрели на запчасти, которые внутри лежали, и говорили мне, что нужно новый радик купить. Я говорю, посмотрите, там вроде он есть. И тут реально был радик, типа, я не знаю, новый он или нет, но он хороший и до сих пор фу-фу-фу мне служит. Так что мы запустили этот процесс, купили аккумулятор, свечи. Там была проблема с трамблером, они, значит, ее сделали, и вот он завелся, ну, как бы даже, хотя были морозы, минус 20. И мы готовы были, как бы, первая, у меня самая важная была для меня вещь, это постановка на учет. Постановка на учет, ну, я приезжаю, я вообще в шоке, вот, естественно, я с Колей, как маленький, как с папой приезжаю, папа у меня тоже Коля, вот, но это папа мой на работе. Все, он работает, пока он работает, он просто глохнет, получается, нет бензина. Значит, Коля отправляется за бензином, мы его заводим, все, едем. Грубо говоря, ремонтировался он, кто в Питере живет, там, в начале обводного канала, начало ближе к Неве. А ездили мы тогда, уже сейчас закрылось, это МРЭО, на красного текстильщика, то есть там ехать очень мало. Мы туда доехали, радиатор, значит, течет. Ну, все это, конечно, кошмар, ну, вы все это увидите. И мы приходим туда, к тете, в окно, причем это такое платное МРЭО, она говорит, ребята, вы что, с ума сошли? У вас там он снят с учета уже 2 года назад. Типа, как я его могу ставить? Ничего я не буду вам ставить. В результате я выхожу, мы хотим проверить там антифриз, который течет с радика, но я даже капот не могу открыть, поэтому мы быстро возвращаемся обратно и ставим его, чтобы дальше какие-то с ним еще делать процедуры, думать дальше, как его ставить на учет. Сказать, что мы нашли владельца еще в Волгограде. То есть этот вэн был куплен в Волгограде, то есть он из Москвы уехал в Волгоград. И мы нашли владельца, который был в Волгограде, который продал потом одним чувакам, они продали еще одним чувакам, и те чуваки вот продали тому, кто мне продавал. В результате мы сделали так, что просто сделали напрямую продажу с того из Волгограда на меня, как будто он в Москве и не был. Приезжаю, и все мы делаем, фоткаем сразу его, и у меня есть доки, и все, и вэн на меня, и он из специальной превращается в Б прочее. Ну, короче, в общем, я решаю этот вопрос кумовством, назовем это так, по знакомству. И все, у меня есть номера, у меня есть доки, категория Б, все супер, дальше уже можно, как говорится, потому что мне психологически сложно вкладывать деньги в то, что не мое. Я знаю, такие люди живут, ну, есть, и как бы меня это парит сильно. Все, это зима, я прикручиваю, значит, эти номера, радик мы, значит, поменяли, все, я еду к себе во двор, паркую его, делаю фотографию, вот все, у меня вот вэн, номера, ля-ля-ля. И на следующее утро у меня по плану его отвозить, или там через пару дней его отвозить в Питерленд. Там тогда был довольно тоже дружеский паркинг, там музей, и можно было ставить за небольшие деньги. Ну, в общем, я решаю, что это хороший вариант, типа это крытый паркинг, теплый. То я перед тем, как утром отвезти, поскольку я неопытный водитель таких машин, я думаю, переставлю я его так, чтобы просто ровно выехать из двора. А это зима, резина тут Кама была, которая лет, наверное, как мне. И я просто начинаю буксовать, и у меня ничего не получается. Я, естественно, не забываю, что здесь есть на самом деле пониженные какие-то варианты.
И я, короче, час просто пытаюсь его сдвинуть, но меня, как всегда, спасает дека, которая всегда у меня в тачке валяется. Я подсовываю под колесо, и в результате я его переставляю там за 1,5 часа, наверное. Ну, короче, час работы, и мы переставили этого бегемота. Все, завтра его на парковку везем. На следующий день я просыпаюсь и стартую в Питерленд. Погода была, на удивление, был минус, а тут была оттепель была, то есть не было гололеда. Я доезжаю туда, все прекрасно его туда ставлю. Поставили мы пока пацана поспать. Все нормально. Изобретаю там замки, потому что все замки гнилые. И так у меня было, что вот это только закрывалась дверь. Вот эти две, там такие, ну, как бы, как ручка, я стяжкой автомобильной, ну, на которой я мотики вожу, я эти две двери соединял, передние были закрыты, а задняя, там был вырван замок, и я изнутри доставал велосипедный замок, за что-то там стяжками цеплял, чтобы его, короче, закрыть. Но даже это мне не помогло, потому что там, кто работает, он, правда, меня никогда не помнит. Родикова, что ли, зовут? Ну, короче, не помню, не буду врать. Он мне говорит, да, это твоя, а я тут гонял самокатеров, просто самокатеры, видимо, катаются, когда холодно. И они его, типа, пытались вскрыть, но у них ничего не получилось, моя система работала. Дальше, естественно, эта кама спускает. Я почему-то думаю, что неудобно заехать на второй своей машине, на поджопе, и подкачать колеса. Я покупаю лягушку. А лягушка, эти 16-е колеса скачать, это просто мясо. Потом еще догадываюсь, что вообще можно было не заезжать, а купить как бы на клеммы такой с прикуривателем штуку, чтобы просто его подкачивать. Но я в результате качаю свои ноги, там, получая микроинсульт. Ну и пока он стоит, естественно, там, я покупаю какие-то, видимо, самые нужные вещи. Это вот я купил у отца Жени 2 магнитолы, вот, к которым мы вернемся дальше. Ну и просто жду, когда... Ну, в целом, это не особо большой период был. Я его поставил там где-то в начале февраля, до своей свадьбы, кстати, еще. И потом я его где-то там, наверное, в апреле, в мае выгнал оттуда. Мне не особо верится в это. Да ладно. С первого раза завелся. Вот это пушка. Оп. Заканчивается зима, я забираю его из Питерленда и везу к себе опять-таки во двор, чтобы просто там оценить всякие вещи, как говорится. Я за зиму еще там делал с колесами, которые мы вернемся, собирал их. И я там разбираюсь, заклеиваю скотчем изолентой дырки, чтобы кошки внутренние лазили и не писали тут. Просто разбираюсь. Тут какие-то были там спальный мешок, куча какого-то даже не от этого вена запчастей. Мы, значит, решаем, что надо его переваривать, и этим будет заниматься Лука, мой хороший друг, который мне очень с ним помог, но он никогда в жизни не переваривал машины. Поэтому мы с ним, мы отправляем его на наш склад, где Лука работает. Но, естественно, я сам ехать почему-то испугался и посадил опять-таки Колю Фишера, дай бог ему здоровья. И мы еще заехали там на один из наших складов там и забрали еще какие-то вещи. И, в общем, отвезли его на склад, все, и он встал. То есть, и Фишер в этот момент мне говорит, ну, ты же понимаешь, что с Веном придется расстаться на пару недель. Но как он ошибался? Вот, с Веном пришлось расстаться, наверное, на 1,5 года. Все вроде обговорили, обсудили. Должна быть конфета. Так что на пару недель прощаемся с ним. Ну что делать? Как говорится, расставание, оно даже, наверное, иногда к лучшему. Следующая глава называется «Донор». Потому что мы понимаем, что как бы заваривать там какими-то листами, как мы изначально хотели, это очень по-панковски, но мы ничего не понимали. И слава богу, появляется объявление в интернете по поводу продажи такой есть Elkin. Black and White у них команда была, вот он, в общем, дрифтер. И у него типа тоже куча ретро-машин, и он продавал свежеоткрашенный кузов. Друзья, у меня есть кузов, мне просто надо прицеп освободить. Кузов есть, готов продать его 1040 000, без доков. Вообще в хорошем состоянии. То есть, все нормально. В результате, пока мы ему позвонили, он говорит, этот вен забирают. То есть нашелся владелец, хотя его не забрали, и я даже не знаю, забрали ли до сих пор. Потом он еще раз выплывал, еще дешевле, но, в общем, он там какие-то деньги стоил. Он говорит, а что вам надо? Мы ему говорим, вот у нас есть вен, нужен донор. Он говорит, у меня есть, типа, донор, приезжайте, забирайте. И я приезжаю, просто забираю донор. И привожу его тоже на склад, и паркую его там рядом. То есть, естественно, звонил Элкину также Фишер, потому что я маленький мальчик и ничего не мог сделать. Дальше мы его распиливаем. То есть, то, что нам нужно, низы. В нем он был на 4 колесах. Эти колеса, кстати, у меня до сих пор есть, я все не прав, они все разные.
Он был, значит, внутри были двери, какие-то конверсионные окна, но у него была спилена морда. В целом он даже, возможно, был живее моего по кузову. Но мы решили, в общем, из него там все вырезать. О многом я потом пожалел. То, что, например, у меня от мигалок здесь в крыше были прям гнилые дырки, потому что их просто заклепками закрыли, когда сняли мигалки, и они, естественно, Но я бы, конечно, сейчас гнул бы металл и крышу целую бы кому-то загнал с того донора, потому что сейчас это редкость, и многие любят ставить как бы убирать высокие и ставить низкие, а кто-то, ну, конечно, наоборот. И мы, значит, его весь распилили, там часть пошла, там, например, Зену тоже заварили какую-то часть борта. Сейчас я Паше Галайну отправил какие-то части, чтобы он мог снять какие-то лекала с них. Двери я все забрал, увез на дачу, там были еще бампера. Возможно, кстати, один из бамперов, я уже не помню, я поставил с него, а не с этого. Этот куда-то увез, потому что они тут были крашеные, коцанные и ржавые, и мятые. Какую-то часть большую мы увезли в металл. Хотя сейчас бы я уже, наверное, и ту часть не увозил, потому что все меньше становится, и можно было бы там какие-то арки кому-то продать. Но почему-то мы вот об этом не подумали, и пацаны сдали его в металл, и деньги я, естественно, все оставил им с этого. Значит, этот дядя, который владелец всего этого склада, территории, он очень ругался, потому что места платные. Но оплатить по 3500 просто так, как бы, была ерунда. И мы, в общем, приняли решение закатить его внутрь нашего склада, где он и будет вариться. Это еще прошло несколько месяцев, ну, никаких 2 недель, естественно, уже не было. Прошло еще несколько месяцев, и мы его наконец-то закатили. То есть этот дядя еще и на донор ругался, поэтому его пришлось распилить. У меня, кстати, еще от него осталась подвеска передняя, но только на 5 шпилек, и задний мост, то есть мне она не подходила. В дальнейшем я ее продам. Мы панки, и у нас многие решения, то есть вот эти вот... То, что было выпилено у задних арок, пол, мы просто прямыми заварили листами, хотя в целом можно было где-то найти такой металл, как бы, как там пол идет такими, как бы, волнами. Там были лонжи подгнилые, мы их почистили и варили в них. Мы купили профиль квадратный большой, распилили его вот так вот, типа, грубо говоря, остались 2 угла, и варили эти уголки. Но на самом деле в будущем, возможно, это понятно, что это на всю жизнь проект. Но если когда-то я дойду до этого, то можно все будет переделать. Но пока у меня отношение такое, что если бы мы его делали в идеал, я просто с ума бы сошел. Ну и у меня бы никаких бюджетов не хватило. Выглядит, в общем, потрясно. Вот. Так что дело идет. Медленно, конечно, но верно. То есть Лука подходил к Вену там раз, там, наверное, в 2 месяца в месяц. Там еще Антоша Логинов подключался, что-то заваривал. Ну, там куча было. Там были какие-то вот воздухоотводы. Ну, то есть от скорой тут оставалось много всякой бороды. Внутри какие-то вещи. В общем, от всего этого мы медленно избавлялись. Ну и, соответственно, пока все это происходило, я решил заняться колесами. Как вы думаете, что можно купать в ванной? Нет, не меня и не собачку. А вот этих приятелей. Сейчас они немножко Силисбенга на себе почувствуют. И посмотрим, как они заблестят у нас. Думаете, что мы делаем? Придаем более-менее товарный вид дискам, чтобы 15 тысяч рублей не тратить на полировочку. Как говорится, сами справимся. Мы шпанки. Вот у нас здесь такой рэп. Диски шли с Веном в подарок, то есть я таких дисков больше не видел никогда, и даже в Америке. Один раз мне когда-то попалось что-то, это, короче, 15 радиус на 8 шпилек. Это, ну, как бы, это реально заводские диски, и они, в общем, очень уникальные. Я купил сначала резину в Волгограде, тогда еще нормально были цены, я хотел вот именно эти белые буквы, Купер Кобру, я не могу сказать, что это какая-то клевая резина, но просто вот для, как говорится, для вида. Мне она очень нравилась. Ну и больше всего и название вот это вот Кобра. Оно прям мне очень, очень нравится. Я нашел их в Волгограде, соответственно, я же человек, который не купит вслепую. Ну, как бы, только Вен вслепую купил. Я нашел там чуваков, опять же, через Лоудейли, опять же, им большой респект. Нашел чуваков, гиены, такие вот чуваки, и они посмотрели, съездили эти колеса. Они были суперские, и дядя, значит, мне их отправил. Там какой-то дядя в магазине работал. Вот. Так что все было супер. Я купил за 10 тысяч рублей. 4 колеса. Сейчас это звучит, конечно, уже странно. Но потом я за 6 еще купил своего хорошего друга Ромы. Вот, на черном Вене. Но это уже другая история. Это дальше будет все. Короче, я купил эту резину и думаю, ну все, поеду, типа, буду надевать одежду. Да, значит, надевать буду эти колеса, покрышки. Я не смог на первой шинке их надеть, потому что у них ступица широкая, и у чуваки не могли, короче... Ну, они могли надеть, но не могли. Мне почему-то казалось, что их надо балансировать. Это полный бред. Но я это зачем-то сделал, но это ничему не помогло.
В результате в одном не было ниппеля и не могли его накачать. Я поехал в магазин, значит, ниппелей. Купил какие-то дорогие ниппели и дешевые. Но подошли мне дешевые. Я решил, что все-таки я сдам дорогие и докуплю еще дешевых по 15 рублей. Тогда были такие цены. В общем, я это все накупил и поехал искать, где их типа балансировать. Мне нужна была грузовая, наверное, шинка. Я приехал к какому-то дяде, нашел его там на рынке, авторынке, тут рядом, тоже на районе. И он мне все эти колеса, значит, собрал. Все он мне собрал, я отвез их, это еще было во времена Питерленда, я отвез эти колеса и положил их внутрь вена, и еще цепочку через них продел, чтобы самокатеры их не украли, хотя они весили очень много. Ну, точнее, меньше, конечно, чем эти родные штампы, но весили. Я в результате забираю вен, когда из Питерленда. Я думаю, сразу заеду на шинку, перекину колеса. Вроде бы все должно быть хорошо. Я сижу в вене, еду домой, но пока диски не подошли. Это отстой. Будем решать проблему. Но как, я не знаю. И они не встают, потому что тогда я еще не знал, что здесь должны быть болты, такие как на слот-магах. То есть они заходят внутрь. Там такая идет тонкая часть, и потом уже вот головка, которая заходит ловко. Шутка. Короче, потом головка, на которую ключ там и все дела. В результате я боюсь профукаться с размером этих всех болтов, заказывать с Америки, я вообще не понимаю. Я покупаю здесь просто длинные, и дальше мой хороший друг Леша Кононов растачивает их у себя на работе. По секрету, потому что ему на самом деле на завод нельзя носить всякую дрянь, типа вот этих штук. Он мне в баночке из-под кефира их выносит. Главное его не подставить. Я не знаю, будут ли с его завода смотреть мои видео. Вот. Ну, в общем, он мне их растачивает, я покупаю, потом это была ошибка, я купил в Петровиче просто шайбы под них, которые не из нержи. И они уже все зацвели, но как бы пофигу. Все, у нас есть болты, есть колеса, я приезжаю ставить, а они впереди не встают, потому что суппорта, они задевают суппорта, и они просто не крутятся. Ну все, я начал думать, что делать с этими суппортами, потом я понял, что они такие здоровые, что если их подточить, типа ничего не изменится. В целом меня устраивает, как это выглядит. Можно, конечно, потом поменять суппорта, убрать проставки. Но, в общем, все. Я собираю эти колеса, они встают. Супер. Единственное, что, естественно, в отличие от американских, если чуть-чуть перенатянуть, то вот эта штука лопается внутри. То есть когда-то я все равно хочу купить, может быть, за эту зиму где-то раздобыть их и привезти сюда из Америки. Или там, я не знаю, может, они где-то появятся еще. Может, и китайцы научатся их делать. Тут как бы без разницы, у меня такого нет прям желание ставить именно какие-то American, хотя они все равно будут сделаны, скорее всего, в Тайване. Случилось так. Мы делали раньше такое мероприятие. Я надеюсь, что мы еще когда-то его будем делать. Матюль Industry Trust. И мы ехали обратно, и там с нами ездил такой чел Остап. И мы что-то... У меня уже был вен, и я с ним говорю, вот там вен, все дела. Он говорит, так а я маляр. Типа, я могу тебе его покрасить. Вот. Ну, естественно, это все понятно, что кто хочет это делать, там, у него есть свои проекты, он занят. И это как бы превращается в большую тягомотину, потому что, типа, он долго там этого не делает, потом он делает какую-то часть и опять уходит в свои проекты. И я уже как бы начал искать вариант плана Б, и написал, у нас есть такой друг детства, вот, Сережа Латынцев, он тоже там, он просто умеет красить. И все, я уже ему пишу, мы уже чуть ли не договариваемся, и тут врывается Остап, говорит, нет, типа, я буду сам это делать, я его там подготавливал, я буду его дальше делать. И он начинает его там шкурить, все это подмазывать, там мы дошкуриваем до этой красной полоски, которую просто сверху закрасили, видимо, баллоном, это же скорая была. Я закупаю расходники, там какие-то штуки-дрюки, все, и в результате он что-то делает. Когда никто мне не мешает, я работаю. Да, он весь такой. Ну, кроме крыши. Крышу еще Лука не доделал. А так он весь. И наступает пандемия. Вен стоит также на складе. Денег вообще нету. То есть, как бы мы там чуть ли не лишаемся офиса на работе. Но все, короче, в результате мы спасаем. Просто распродали все. И в какой-то момент мне просто, типа... На самом деле, я под этот сюрприз догадывался. Но пацаны мне хотели сделать сюрприз. И они, в общем, в результате красят его. Это было, наверное, получается, начало лета. По-моему, я что-то сбился, но тут могу соврать. Они его красят и жигулевской краской, но он был весь обработан, то есть как бы...
И на самом деле он вот уже на несколько лет не пожелтел. Там, конечно, где-то выплюнулись рыжики, потому что, ну, тут надо было так кузов обрабатывать, прям песочить и все, но мы этого не делали. То есть я просто локально подкрашиваю его. Вот, ну, в общем, вот такой сюрприз, я в афиге. Он прикольно, получается, покраска такая панковская. То есть он, где-то он матовый такой чуть-чуть, где-то он глянцевый. Дверь отличается, потому что она с другой какой-то банки уже была, ну, типа с этой банки краски. И мы почему-то его сразу не полируем, но в результате это, и мне кажется, он же без лака, там сразу краска такая, что надо было его, конечно, полирнуть, залачить, но не знаю. Может, его просто опять по-панковски обольем когда-нибудь. И все, и у меня покрашенный вэн. Нас ждет интересный контент. Представляете, да? Возможно, скоро мы отсюда выйдем из этого пристанища. Вэна на год. А? Стекла сохранили? Ну, понятное дело, что тут как бы, ну... Вот здесь, например, ну, не вывести. Надо было сделать шейвинг, потому что там все было раздолблено. Если что, я потом вырежу, вставлю замок. Ну, есть, конечно, пока там всякие штучки. Вот эту вот детальку пока не можем найти. Если найдем, то я обязательно это все покажу. Новое лобовое стекло вклеили. И сегодня буду собирать. Пока вот это все происходит, там за зиму я заказал себе замки, в результате которой Женя, я через Женю тогда заказал, вот, который его с батей делал, вот. И он поставил на другую машину, какой-то Dodge. И в результате я сам потом заказал с Рокавто другие. Они пришли, значит, пока он покрашен, я его начинаю собирать. Я сразу ставлю вот этот салон, но ставлю только передний. Как-то я там приделал их, приколхозил к обычным подиумам. То есть я его собираю на этом, ну то есть на обычной конверсии эти салон не откидывается назад. Тут он откидывается назад. Ну и вот это сиденье, но к нему мы дальше подойдем. Оно тоже не откидывается назад, только вперед. В тот момент, пока я это все жду, я еще покупаю через Zen, мне заказывает через него решетку переднюю. Очки фар я покупаю здесь на Авито, как-то там за 1700. Сейчас таких цен уже, конечно, нет. И, значит, у меня есть решетка. Значок я покупаю какой-то на авторынке просто. В общем, у меня это все есть. Я ставлю, у меня еще 15 лет назад чугун работал в каком-то магазе запчастей Хонды. И я через их каталог заказал черепки. То есть они, наверное, китайские, но выглядят как черепки Мунайс. Вот, и я, значит, все это поставил. Я накидываю магнитолу, она не работает. Накидываю весь салон, бампера. Ну и он все, типа я его завожу, он заводится, но у него не работает по электрике все. Потом я пойму, что это было, но поскольку я лох, и, наверное, может, где-то до сих пор я лох, я в результате понимаю, что, ну, я сам, наверное, не справлюсь. То есть он едет, но ничего не горит. И я зову Даню, своего любимого, естественно, одноклассника, и чтобы он как конвой меня сопроводил до Жени. То есть склад в конце обводника, это в начале обводника. Все, мы едем, приезжаем к Жене. Ну, тут начинается, по мне, это был козий момент работы, потому что в результате все не работало, потому что я массу не прикрутил. Но он мне об этом не сказал, но я это потом понял. Магнитолы все нерабочие, а ради того, чтобы их... еще я купил динамики, не я, а мне Артем Иванович Муробян, мой коллега по работе, еще подарил динамики в момент того, как была зима, на день рождения. И я, значит, поставил эти JBL прям под него подходящие. Тут, слава богу, никто ничего не колхозил, не кромсал, там родные стояли. И ради того, чтобы здесь поставить эти динамики, надо всю торпеду скидывать. В результате он скидывал торпеду, провел какую-то антенну, но в результате радио не работает, как бы, ну, не работает. Все, значит, я ему там заплатил какие-то деньги, уезжаю и понимаю, что у меня залипает поворотник, у меня не работает сайдмаркер. Все, мы куда-то с ними съездили, я думаю, ну ладно, это потом. Но я приезжаю, начинает просто литься рекой антифриз. И там какая-то вот эта фигня на кондей, на печку. Обычно, я не знал, в целом, если не пользоваться кондеем, их заглушают, просто заглушку ставят. Но я, поскольку там не знал этого, ну, я, может, и когда-то и кондей захочу установить, что вряд ли. Как-то они мне это заклеивают, я это заказываю, и тогда это быстро приходило, буквально за месяц, там, за 3 недели с Рокавто мне это пришло. И все, мы это поставили, и все, он, короче, ездит. Я его все забираю и нахожу здесь парковку на Гранитной. Хорошая была парковка, она была дальше от дома, но там была грузовая парковка, там были просто, ну, разворачиваться можно было, заезжать как угодно, там стояли всякие газели, в общем, было очень удобно. Я потихонечку начинаю всякие там штуки делать, то есть мы делаем с лукой, я покупаю профиль,
там какой-то, я не помню, 30-ку, наверное. Мы делаем под это сиденье, значит, основание. Это сиденье все равно откидывалось вперед, до этого мы потом дойдем. То есть мы делаем заднее сиденье, я заказываю, я не знаю, ну видно не будет. Короче, я подумал, что прикольно поставить сюда ремни самолетные, потому что это удобнее, и чтобы они были, то есть они вот такого формата. Вот синий, потому что не было черных, но у меня торпеда синяя, у меня такой патриотичный вообще вент получился, красно-бело-синий. Я еще нахожу руль где-то, то ли у нас на работе валялся, короче, какой-то китайский руль Билтима. Он, естественно, на 6 этих болтов, и он не американский. Я заказываю переходник. С этим переходником, естественно, у меня ничего не получается, потому что это просто оказалась проставка. Я заказываю еще один. И все, мы как-то с Лукой, съемником для «Жигулей» снимаем этот руль. И, значит, ставим тот этот вот просто, он сделан из какого-то пластика, отвратительный руль был, вот, китайский. Там не работал гудок, потому что у него даже хода не было. Я на этот гудок наклеил Мунайс, чтобы красивее было, но красивее не было особо. Дальше тот же Женя мне говорит: слушай, там бар закрывается на Рубинштейна, там есть пол, типа паркетная доска. Я говорю: о, давай. Приезжаю к нему, за косарь покупаю. А пока у меня не лежал этот пол, у меня с тормозами была борода, то есть я тормозил, и у меня одно колесо сразу же блокировалось, то есть его юзом вело. И в результате, я обработал весь пол этой битумной мастикой пока, все там подготовил, кстати, с баллона там все это облил. Шумку на пол я не клал, положил этот пол, все, он стал управляться, потому что я подгрузил, он все-таки грузовой, 30-ка, я подгрузил ему жопу, и он стал лучше управляться, ездить. Дальше я, значит, обклеиваю все это шумкой, какой-то, типа, не самый дорогой, там, из магазина Loud Sound, листами такими потолок, там, здесь пол, спереди пол, и, короче, там, внутри дверей я не проклеивал, как бы, но вот все стенки. Дальше был пикник, я туда съездил, все нормально, он вывез, я туда-сюда сгонял на цунами-пикнике, в нем ночевал, но тогда для этого не было ничего. То есть я просто вот так вот тут трясся, был еще, был сентябрь. Короче, я, кстати, не помню, что было сначала, возможно, был Original Meat сначала. Да, скорее всего, Original Meat. И было, в общем, очень холодно, но нормально, я в нем, в общем, переночевал, все нормально, он работал, все вывез. И после этого я сделал вот этот потолок из фанеры. Это просто был какой-то стенд у нас на работе, это обожженная фанера, она валялась, я думаю, сделаю потолок тогда такой. Ну и нормально все сделал, чтобы не крутиться тут все равно есть куда вкручено, но я, чтобы не сделать, я на стяжках прикрепил такие типа планки, в которые вот вкручены криво все вот эти вот саморезы. И, то есть я не в кузов вкручивал, а все-таки в деревяшку. То есть, возможно, старался его не особо мучить. Дальше происходит такое. Я помогал Даниной бывшей перевозить, с Кирюшей мы ездили перевозить, и там у него был переезд. И я говорю: Кирюш, что-то у меня не работает зарядка типа Акума. Он говорит: да, типа, что там, может там это. Все, я отвез его домой и поехал на склад. И у меня умирает генератор, оказывается, что. И я в результате опять его отвез, это уже было под мой день рождения, отвез Жене, они нашли ремонт генератора, все сделали. И он завелся. Еще в момент того, когда я был на цунами-пикнике, сложно так хронологию проводить. Короче, был когда на цунами-пикнике, я поговорил с Антоном, у которого похожий на мой вен, 20-ка был, и, возможно, еще будет. То он мне говорит: так а я, типа, делаю же это вот к вопросу о магнитолах, я же делаю, там, магнитолы. Типа, давай мне, я посмотрю, что там. Я говорю: да, классно. Вот, но я думал, что классно. Глава магнитолы, это тоже будет как про колеса, такое, как ответвление. В общем, мы с Антоном начинаем все он делать. Он очень долго говорит: завтра, вот эта вот тема. И проходит там полгода, уже следующее лето началось. Я уже раздобыл просто обычную магнитолу какую-то USB. Опять-таки, спасибо Антону Логину, он мне ее подогнал. Подключаю к этим колонкам JBL, все сам подключаю, нахожу схему в инете, все работает, езжу, слушаю флешку. Короче, все нормально. В результате этот Антон жучит, не жучит. Я в результате еще покупаю магнитолы, 2. Одна была в подарок, и она не подходила по форме. Она была CD, то есть она мне не нужна была. А вторая, походу, по размеру не подошла. У меня уже 4 магнитолы. Я эти магнитолы тоже ему отвожу. Потом у него какое-то вялое, типа, начало. Он прям пост выкладывает, давно не лазил. И тут вот эта борода, в которой я ничего не понимаю. В общем, это еще растягивается, еще на какое-то время. И тут еще мой приятель Саня Валов, у которого коричневый, самый красивый вен в оригинале почти весь, он мне как-то присылает в WhatsApp: смотри, что купил на Авито там за 3000. Я говорю: о, нифига, там магнитола оригинальная. Он говорит: все, чел, говорит, все работает, там что-то и кассета, и то, и все.
Я говорю, о, поздравляю. Он говорит, да нет, я тебе купил. Я говорю, о, вау. Короче, у меня появляется еще одна магнитола, я отправляю ему деньги, у меня их 5. Я этой магнитолы тоже как-то и Антона где-то ловлю, он не отвечает, хотя бывает не отвечает, бывает там месяц не отвечает. Я говорю, ну все уже, давай вот собери этот корпус, все, типа, ну я уже просто говорю, осталось чуть-чуть. Он говорит, да, я тебе завтра отдам, я тебе там послезавтра, через неделю, через месяц опять он пропадает. Ой, я там, ой, я сям, ой, я то. Ничего личного, как бы, ну просто я так не умею двигаться. В результате я говорю, все, отдай просто мне, ну просто отдай мне их, я дальше буду сам двигаться, все. Типа, ну тебе нет на это времени, уже прошло 1,5-2 года. 2, наверное. Я его как-то вылавливаю, мы встречаемся там на районе, где я прописан, где он, в Макдональдсе. Тогда это еще Макдональдс, по-моему, был. И он сидит, все, я говорю, давай, ля-ля-ля. Я говорю, что ты должен? Он говорит, ну, слава богу, он сказал, что ничего не должен. Я получаю просто коробку запчастей, разобранные вот так вот эти магнитолы, все это. И еду с этим домой, начинаю поиски другого мастера. Тут я делаю, по-моему, пост в инсте, в социальной сети, запрещенной у нас теперь. И говорю, вот нужны мне магнитолы, ремонт. И тут появляется мой приятель Маклейн, у которого тоже красивый «Шевроле». Тоже, не, ну он, наверное, красивее. И он говорит, что вот, посмотри, есть мастер, типа, у меня как-то он что-то где-то попадался или что-то кому-то делал. Аюр его зовут, и у него контакт Аюр магнитолы СССР. Но я думаю, мне терять нечего. Я ему говорю, вот такая тема, там, то сё. Он говорит, ну, я сейчас занят, но если вы согласны, там, это будет стоить, там, ну, 10, но я уже был 2 года, как бы, мучился. 10 меня устраивала. И, короче, в результате в какой-то день пишет, все, можете присылать. Или я ему сразу заслал, но он позже за это взялся. Он прям мне говорит, ваш номер заказа такой-то. Как только он за них берется, он мне говорит, через день, вот это такая, это не работает. Тут я вот отсюда модуль кассетный вставил сюда. Вот это работает. Единственное, что не работает, там вообще можно 4 динамика вывести, но он делает мне 2. Ну, мне этого достаточно, потому что я не собираюсь там что-то накидывать еще какие-то, ну или что-то можно будет потом придумать. То есть я за то, чтобы все было как было там а-ля по заводу. В результате он все мне быстро это решает, то есть как бы Антон просто этого не хотел делать, будем честны. Потому что он шарит в этом больше, как я понимаю. У него самого ВН, он делает там... Короче, он один из лучших мастеров по диджейскому оборудованию, по колонкам, по музыкальному всему. Короче, просто ему было лень, не до меня ему было, как бы. В общем, не получилось. А тут все получается, и он говорит, вообще тут можно еще вместо радио Bluetooth сделать. Я говорю, о! Он говорит, ну блин, у меня модуля нету сейчас, надо его заказать. Потом такой говорит, ой, слава богу, у соседа по гаражу какой-то Bluetooth фонарик, там есть модуль Bluetooth. Типа, я думаю, вау, ну супер, давай ставить его. Он мне ставит этот модуль Bluetooth, прям мне показывает там все, и он быстро подключается на самом деле. И говорит прям еще и не на китайском, а на русском, типа там Bluetooth mode on и всякую такую тему. И в общем все, я могу слушать, мне радио-то не надо, тем более там и волны другие. Я просто типа слушаю теперь с Bluetooth, и, ну в основном кассеты, конечно, кассеты, я ради этого все и делал, чтобы Киша тут слушать. И потом летом я эту магнитолу всю установил, и у меня немножко, конечно, сначала я по глупости сделал минус на антенну, а вот сегодня мы с Палычем завели, и что-то там с проводами надо еще поделать, они что-то там, короче, отходили, то есть она не работала, заработала. В общем, надо залезть туда еще посмотреть. И с магнитолой еще был прикол, что пока Антон и там еще какие-то мастера все это пытались сделать, еще и там другой мастер пытался, тоже не работало все. Потеряли крепление, там такие 2 уха, одно у меня осталось. И я, опять же, Леша Кононов, мой любимый друг, один из моих любимых друзей, он делает мне 3D-модель этой штуки, и дальше я ищу принтер, и очень много кто откликнулся, и делают мне эти штучки, просто зеркалят. Я их ставлю, и дальше было угарно, что я ехал на дачу, мотик забирать или что-то. Я смотрю, у меня магнитола вот так вот вниз типа опускается. И я понял, что пластик этот просто растянулся. В результате я сейчас поставил одно родное, одно это. И сейчас пока вот все держится, все работает. Вот. Мне дарят пацаны Tsunami Factory, с работы моя команда, дарят мне чехол. И я могу сделать на него свой дизайн. Я делаю этот свой дизайн. Там были всякие приколы. Я просил у Зена логотип Original Vendors, но он мне не дал, чтобы его не украли печатники, которые будут делать чехол. Я поэтому сделал Keep on Winning. Ну и правильно. Ладно, мало ли бы реально украли бы. Значит, у меня все это чехол, но я покажу там все фотки. И сила Инстаграм. Мне надо его куда-то ставить на зиму. Питерленд отменяется, потому что там конские просто цены стали, там чуть ли не больше 10 тысяч. Но это слишком дорого, ну, для меня, для кого-то, может, и нет. И я силой инсты говорю, вот где хранить. И вот Стасик Леваков, мой хороший приятель,
Говорит, а у меня есть друг Женя, он работает начальником охраны в нескольких торговых центрах, я могу с ним поговорить. Мы с ним говорим, договариваемся о цене, все супер, эта цена там в 3 раза почти меньше. А там такая тема, что там надо было подниматься на лифте. Но, слава богу, мой вэн, поскольку он на маленьких этих скейтовых колесах 15-х, он с низкой крышей, я заезжаю в этот лифт, влезаю по длине, поднимаюсь. Для меня, конечно, всегда... Я просто даже выбраться как будто бы из вэна... Ну, я, наверное, выбрался бы через окно, но это довольно страшно. Я так-то в лифтах боюсь застрять. А тут ты в вэне, просто в этом лифте едешь. Все, в результате я его ставлю, накрываю чехлом. Пока он стоит, я начинаю сам вырезать подстаканники. То есть я все равно хочу... Я знаю, что многие не любят эту деревенщину, что деревянное здесь все. Но я чуть-чуть люблю деревянное. Вот меня там подстебали. Но, короче, Леха Елка, мой еще один хороший друг, отправляет мне свою старую гнилую, значит, эту штуку под стаканы, чтобы я с нее снял хотя бы лекало, низ. И так и это дальше я вручную начинаю делать там, выпиливать, делать там... Ну, короче, всю вот эту штуку подгонять потихоньку, чтобы она клево туда, в общем, вставала, все нормально. И в этот момент Женя мне говорит, у меня там от бати остались всякие штуки, которые он там для вэна у него были. Приезжай, посмотри. Я приезжаю и нахожу там, что у него есть старые, типа 70-х годов с этими хромированными рамками задние стопаки. И я говорю, ну ладно, окей. Я его покупаю у него за 8 тысяч. Сейчас это просто, типа, там одни вот эти, наверное, штуки, одна, наверное, 8 тысяч стоит, сейчас больше. И он говорит, у меня еще шильды есть. И, короче, он эти фонари не может найти. Я уже уезжаю, говорю, блин. И он говорит, все, нашел. Я возвращаюсь, все, забираю их. Еще я переставляю с донора шильдик назад. Там такой он квадратный, более старый, прямоугольный. Не просто когда буква отдельно, а прямоугольный. Дальше, поскольку у меня есть нездоровое желание его состарить, привезти его, он хотя у меня один из последних, там 95-й год у меня. Хотелось его сделать там из 70-х, 80-х, вот, такой фетиш. То есть я начинаю за зиму решать все эти вопросы вот по решетке. Создается план, поскольку у Зена есть, у Андрюхи родная решетка, а есть тот, кто из пластика хотел ее сделать, Денис. Он раньше, на самом деле, в Америку отправлял эти товары все. Он еще сделал пластиковые задние двери, то есть они не будут гнить, они легкие. И он это все в Америку отправлял, и вот у него появилась идея сделать решетку из там 70-х, но которая встает болтон на морды 90-х, то есть на последний. И мы запускаем этот процесс, я там такой в нем являюсь как координатором. Пока свапают мотор Андрюхи в рокобиле гараже, я забираю решетку, поскольку она снята, просто для нее калачу гроб, потому что для меня это важно, решетка там на вес золота. Вот, чтобы ее не повредили никак. Я прям сколотил гроб для нее такой из фанеры. Отправляю в Екатеринбург. Там Денис с нее снимает матрицы, все лекала, отправляет мне ее обратно. Я возвращаю ее Зену, все четко, не теряю значок его. Сам себе я значок потом заказал с eBay, кстати, это моя единственная покупка на eBay, именно в Россию, что мне прислали. И дальше он, значит, начинает делать лекала все эти, изготавливать ее. Я в этот момент ищу еще фары на нее. И так получилось, что я как раз таки через Антона, вот, который магнитолы делает, покупаю фары Демида, у которого Эль Камино серая была, он ее продал, сейчас походу завязал с этим совсем. Не знаю, на чем он сейчас ездит. Он еще на Гольфе у нас на пикнике брал топ когда-то давным-давно. Не на Гольфе, а на Volkswagen. В общем, покупаю эти фары. Походу они были от этой Камино, не знаю, или от чего-то. Я смотрел варианты, как у Зена сделать, приварить от УАЗика, потому что тогда можно будет регулировать. Но я, конечно, как варвар там приварил на какие-то углы, но пока все стоит, работает. Приходит эта решетка. Это было уже к лету ближе. Я ее начинаю подгонять, она, естественно, не встает. Я принимаю вариант... там у Вена надо было отпилить внизу 2 штуки торчащие. Она все равно не идеально сидит. Потому что все-таки, я не понимаю, кто-то говорит, что все крылья одинаковые, кто-то говорит, что разные, не знаю, не буду врать. Но я, в общем, под себя подгоняю, там приходится вырезать середину. А прикол в том, что оригинальная, она ложится прям плотно, там надо пилить телевизор, если ты ставишь оригинальную, не телевизор, там перед. А тут можно сделать так, что она как бы встает болтон, и не надо пилить никакую штуку. Но я из этого пластика выпилил такую же форму, как вот была на оригинальной решетке. В результате у меня уперлись лампочки, но я еще фигово выпилил, там 2 лампочки. И я их почему-то сделал одну в середине, одну сбоку. А надо было их просто расширить. Там надфилем все это подогнал. Тут куча всего надфилем было аккуратно подогнано. И мне в результате потом Денис прислал проставки для поворотников и сами вот эти вот стеклышки фар. В результате все это встает, и дальше она черная идет, пластиковая. И дальше в голове рождается, не план, а надо ее хромировать.
То есть есть вариант сделать ее черной с хромом, как, ну, в будущем, как она вот на конверсиях была. Но пока я начинаю искать, где это делать, и там все это либо... Там очень большая ванночка нужна, чтобы это сделать. Короче, там мне кто-то говорит, там 100. Ну, за 100 можно сейчас, и даже сейчас провести, я думаю, оригинальную из Америки. Можно человеку, мне кажется, на самолете слетать туда-сюда. Ну вот, хотя вряд ли, нет, наверное, не так. Вот, попытки хрома, в результате ничего не получается. И мы с нашим любимым, самым крутым графитчиком Труном, ну ладно, не обижайтесь, там остальные, Дуста, я всех тоже люблю. Ну, короче, мы решаем это сделать монтаной хром. Мы делаем это монтаной хром. Я красить, естественно, не умею. Это делает Трун. То есть все клево, без разводов. Но эта решетка становится по цвету абсолютно так же, как родная. Вот такая серая. Чуть-чуть отражающая. Но это, конечно, не хром. Все, мы ее, короче, устанавливаем. И все, эта решетка, значит, встает. Все супер. До сих пор она стоит. И даже лампочки никакие не перегорали. Все работает. Единственное, там, ну, там есть свои какие-то колхозы, потому что там внизу эта решетка приделана стяжками, но стяжки зато не гниют. Поэтому это все супер. А я еще покупаю всякие ништяки, типа видеодвойки. With mountable straps, you can hang the Rampage between the driver and passenger seats, so you and the kids can watch your favorite movie on the go in awesome VHS quality, with tapes that are built to last. You get great hi-fi sound with the built-in dual stereo. Маленьким экранчиком ее тоже там устанавливаю. С ней тоже траблы, но я так их и не стал решать. Она показывает все наши кассеты черно-белыми. Ну, в целом и пофигу. Я потом еще и телевизор черно-белый купил, просто для прикола. Второго для прикола купил. Делаю сам полочку тут из дерева. Подо все. Это, кстати, будет этим летом. Сейчас я расскажу. В общем, первым делом я решаю, у меня есть пол, у меня есть потолок, но у меня нет стен. Я решаю, что надо делать мех. Я начинаю искать всякие меха, там, для игрушек, для всего. По вену вот двигаемся по салону. Вот надо ткань, вот эту черную, которая вот, ее тоже, наверное, на красные тона менять и, наверное, на какой-то там ворс, или как это называется. Ну, короче, длинный ворс, да. А вот шторки, вот так они выглядят, но они будут еще снизу крепиться, надо подперешить нижний карман. Короче, ничего не получается, и ничего лучше я не нахожу, как купить несколько пледов красных на Озоне. Там по 3 500, и надо, кстати, еще один плед купить, потому что тут пока еще все тяп-ляп и куча всего, где надо доделать, салон еще надо делать, но я не тороплюсь как бы никуда. Делаю все потихонечку, как на это, как говорится. У меня там одно лето я много делаю вен, другое мотоцикл, поэтому у меня нет какого-то прям одержимости. Я, конечно, его люблю, но есть и другие дела. И я, значит, занимаюсь этим мехом, думаю, как его приделать. И, значит, где-то там на двойной скотч, где-то даже какими-то магнитиками. То есть я хочу это потом все, наверное, переделать. Все-таки вставить за него фанеру, потому что сейчас он на степлер прибит к пластиковым планкам, а за ним утеплитель, вот прям как из домов, шумоизолятор, все. Изолятор временного содержания. Шумоизоляция, и она просто лежит за мехом, он просто натянут. И моментами где-то надо там уголки делать. Но я вот тут дополнял какими-то еще там бахромой, всякой и прочим. Про мех я говорил, не говорил. В общем, сделал салон себе. Уютно. Меховой. Дальше я понимаю, что мне нужны шторы. И я начинаю говорить со своей бабушкой, потому что у нее швейная машинка. И обязательно она находит эту красную ткань, которая еще чуть ли не там в Челябинске висела дома или в Оренбурге. И она мне подшивает вот как надо все эти шторы под два. Я все это делаю, нахожу в Леруа планки, которые потом я в результате под уголки еще переделаю, потому что пластик весь сломался. Дальше наступает страшная вещь, это то, что закрывается моя парковка на Гранитной. То есть там собираются строить, до сих пор ничего не построили, уже несколько лет прошло, 2 года, наверное, уже прошло. Там просто люди как ставили, только теперь забора нет, и людей, которые охраняют. И я нахожу вот эту, это старейшая парковка, тут еще мой дядя, когда тут жил, ставил свою бэху, тут ставил, по-моему, Радимов, у него был желтый мустанг, и на подголовниках были зенитовские флаги или банданы. Эта парковка уже, но она ближе к дому, она типа существует много-много лет. Но мне, конечно, все это боязно, я не понимаю, как ставить еще все это. Но в результате как-то мне везло, что передо мной машина, бывает, не стояла. Но все равно как бы я выпрыгивал, тут все это делал. В общем, я меняю парковку, все супер, ставлю сюда. А сейчас у меня новое место, оно круче намного. Но оно под деревом, птицы, конечно, срут на крышу.
как вот, извините. Ну, я там купил какую-то тумбочку себе, чтобы помыть это все. Ну, и мыть вообще. А раньше я напротив ставил вот здесь, и там было поуже. Здесь самая широкая часть парковки. Но и у самого забора я не хочу, потому что была история, как тут забомбили «Газели». Это мой страх, что мне разрисуют вэн. Поэтому тут, ну, как-то стоит. Ну, вообще говорят, что такие машины не трогают, только старые. Но мало ли что там, как говорится, нефором современным в голову придет. Я как раз-таки этим летом делаю вот эту тумбу. Там увидите ее. Под вот эту кассету, под кассеты аудио. У меня даже еще тогда магнитола не работала, но я уже сделал под кассеты полочку, вот под видео, под эту тему. Ну и просто там я сюда ноут ставлю, если там где-то работаю. Все равно какая-то современная часть нужна. Я, правда, тут все сделал на USB, но у меня достались как раз-таки от Жени еще вот светильники. Я не знаю, может быть, когда-то я их врежу, такие конверсионные светильники, но пока не знаю, пока этим обхожусь. Магнитолу мне подгоняет Антон Логинов. Шторы мне шьет бабушка, крепеж я покупаю, меняю парковку. Дальше я начинаю опять дальше свой процесс состаривания. Мне надо найти сайдмаркеры. Это вот поворотники все там, ну, грубо говоря, как их обозвать. 2 красных, 2 желтых. Я начинаю их искать в России. И вот Рома на черном вене говорит, что у меня типа 2 таких, 2 сяких. Я, наверное, поставлю новые. Я покупаю у него 2. Один мне находит Олег Орлаков, это тоже супер, я у него много потом всего забрал для вена, потому что он поменялся на Dodge, а у него от Chevy куча всего осталось. И, наверное, еще что-то заберу, в общем, обожаю его. И Рому, и всех. Короче, в результате одного нигде нет. Я так и сяк, и то, и там ищу, нету. В результате я решаю, что закажу его с Амазона там за 2 500 тогда, но сейчас-то копейки. Тогда эта сумма была, мне казалось, нормальной. Я его заказываю, он уже приходит ко мне, и тут Егор, у которого вот коротыш вишневый, находит мне его. Но он мне говорит тоже цену в 2 500. Я говорю, ну, я понял, что, типа, я не буду его в запас брать. Типа, 2 500. Сейчас-то, может, уже и взял бы, но тогда я понимал, что с Америки вон я привез за те же деньги. И, в общем, все. Он вот у меня состарен, кроме бамперов, наверное. Ну, и еще там всякие мелочей, типа кнопка на ручках. Ну, наверное, сейчас там, кто знает, вспомнит еще, чего у меня не так. То есть там, на самом деле, идет ребро, на двери нет ребра жесткости в середине, по-моему, на старой. В общем, там есть свои еще приколы, но вот внешне основное это бампера такие. Но сейчас практически невозможно. Если когда-то что-то где-то выплюнется, то узкие бампера я, может, поставлю. Хотя в целом меня это не парит. Значит, начинается следующая зима. Я опять же ставлю его... Oh, yes. И пока он стоит, я занимаюсь всякой фигней. Например, я начинаю искать всякие архивы про него. То есть я всех всегда спрашивал, всем голову делал, а у вас, а вот вы ездили, а есть фотки, а когда он там был. Я даже зарегистрировался в Одноклассниках, нашел бывшую жену владельца и нашел у нее фотки, там, где сидит овчарка в этой машине, кошка, где она рядом с ней стоит, когда она еще в Урюпинске. Я натыкаюсь, нахожу в ПТСке старые номера, когда она еще была скорой, нахожу фотку на сайте мигалки там каком-то, как она скорая еще. В общем, провожу расследование, и, по-моему, это я нашел позже, но расскажу здесь. Я настолько как бы был задротом поэтому, что я искал по картинке в Яндексе, и мне выпадает видео. Просто видео на ютубе какого-то там Центральная клиническая больница, 96-й год. И там получают вен. Изуродовал «Шевроле». Ну, несколько венов. Там явно есть мой, потому что я посмотрел, на 90% это мой вен. То есть, во-первых, низкокрышных было мало, хотя дальше мне мужчина, но это дальше тоже мое расследование, говорил, что их было много. И там видео, как мужики вот их получают, там в 96-м году, он новый абсолютно приходит с Америки. То есть они там, ну, тыкают на все кнопки, ну, вы увидите это видео. А этот верхний? Василий, а верхний что не включил? Ну как? Нормально. Сирена была?
Так. У тебя микрофон работает? Да. И все. И я начинаю искать владельца аккаунта, который снял это видео. Сейчас, на свет выйдет. Это в темноте такое? Да. Я пишу ему в Ютубе, он мне отвечает, нахожу его еще где-то, в результате он мне отвечает по почте электронной. И он мне начинает говорить, да таких машин было 150. Но я думаю, что это как-то странно, их не было 150. Он мне прислал еще пару фоток с высокой крышей, что там на фоне. Но их не было столько, это ерунда. Ну, они бы хотя бы сколько-то сохранилось. А этих скорых, как бы, ну, я не знаю, ну, штук 20-30, может быть. Ну, и они все с высокой крышей. С низкой я, по-моему, еще одну только видел. Но у нее отличались там какие-то вещи, поэтому, скорее всего, это именно моя на видео. Ну, в любом случае, такая находка, это очень круто. Ну, да, дальше наступает следующее лето. Начало лета, там происходит такое мероприятие, как ВНК, White Night Custom. Ну, и я люблю что-то хотя бы менять, либо в вене, либо в мотике, когда еду на какое-то там мероприятие. И я решаю, что типа, ну а что, надо бы губу делать. И было 1000 вариантов, там кто-то говорил, да мы сейчас слепим, вот тот же Денис. В результате мы только сейчас к этому приходим, что Дзен нашел какую-то губу, чтобы с ней сделать слепок нормальный. И я думаю, что 1000 рублей, губа от Жигулей, это прям стихи или реклама. Я думаю, ну что бы нет. Я вешаю, причем я повесил на бампер, чтобы в кузов не вкручиваться, там были в бампере уже дырки какие-то. Я крашу ее в белый цвет просто баллоном. Ее не жалко. Ну, все начинают говорить, что хочется там вовсю, хотя я посмотрел кучу фоток там из далеких годов. Есть куча узких этих губ, так сказать, которые между колес. Мне в результате она нравится, 1000 рублей, я не парюсь, она висит. Я ее снимал только, когда на Эвик один раз его грузил, но как бы можно было, наверное, не снимать, ее не особо жалко. Сейчас как бы люди дальше пошли, вот мой любимый Илья Краш, он реально краш, мой краш, и бибой краш. Он вот сделал в целую, но он сделал Кен и Мэри, которая сплошная. А у меня с дырками, мне больше нравится. Я бы даже какие-то, может, туманки туда воткнул когда-нибудь. Я начинаю присматриваться, у меня какие-то вещи там продолжают бесить. Там, например, не было одной заглушки, то есть там было страшно. Опять-таки, Олег, дорогой мой, Орлаков, я у него нахожу всю эту вещь. Закрываю, нахожу какие-то на авторынке заглушки. Там же тоже, естественно, заколхозили эту панель, что-то врезали, но я все аккуратненько закрыл. Еще с этим салоном, я, видимо, упустил это. Я думал, как же сделать так, чтобы он открывался назад. То есть раскидывался как в кровать, грубо говоря. И я придумал, что клево поставить, где-то я нашел, я не придумал. Я нашел, что можно поставить от лестницы, вот такие лестницы металлические, которых у них есть типа там, либо они прямые, либо под углом, либо совсем закрываются. И я ставлю вот эти штуки, ставлю я, естественно, дерьмово, сейчас я это уже понимаю, потому что угол очень большой, то есть ты едешь здесь просто полулежа. Когда-нибудь я это переделаю, все пересверлю нормально, закрою их нормально, но они вот с фиксаторами лестниц, то есть он откидывается и сзади падает на ящики, как раз, которые сзади стоят, и удобно. И вот у меня происходит первая ночевка на пикнике, такая еще, то есть я ноги еще кладу там на переднее откинутое сиденье, но я уже лежу на полную, то есть все кайфно. Я уже в нем ночую более увереннее, чем тогда. Дальше, опять-таки, в мою голову приходит план, что я не могу. На самом деле, там еще, наверное, много чего происходит, но я, наверное, что-то мелочи какие-то подзабыл, потому что все время какие-то мелочушки подкупались. Я думаю, что надо что-то прикольное делать к Original Meat. На самом деле, он еще и с решеткой с новой там не был, но мой любимейший Рашид Рашидович и его супруга, мы думаем, что клево сделать витражи вместо задних фонарей. Такого типа в России никто не делал, я не знаю, сделает ли, потому что это как бы, ну, довольно так, как бы это мы еще по дружбе делали, а если так делать, то, наверное, еще дороже. Это все равно как бы так, нормально стоит. Вот, и мы там решаем, какие они будут, придумываем вот этот идеальный план вместе с Рашидом. Вот, там, я докидываю, он разгоняет, что-то мы делаем, потому что я вначале придумал какую-то полную фигню, типа, давайте свечи сделаем. Ну, типа, это вообще, Рашид меня всегда стилю учит, он такой цербер стиля, как Зен. Меня бывает ведет куда-то, они мне говорят, не, братан, притормози. И реально иногда надо притормозить. Хотя я все равно тот еще колхозник. И в общем мы делаем эти витражи офигенные, но я даже один не довез до Мита, он у меня нос там лоб, ну я покажу вам все. В общем это все производит клевое впечатление у всех, это круто, но я с ними не езжу. Называйте меня как хотите, но они сразу разлетятся, мне жалко, во-первых, деньги. Они у меня зимой просто стоят в шкафчике вот так, а на мероприятии я их ставлю. И у меня остается, короче, задний мост и подвеска вот от донора, про который я рассказывал.
И, соответственно, мне все говорят, да никому это не надо, типа, сдай пивка попьешь. Грубо говоря, подвеска в таком же состоянии, как у тебя на фото, то, ну, собрать вот это все говно вместе, сдать на чермет и распилить эти бабки или пробухать. Типа, я всех спрашиваю, может вам, может вам, может вам. В результате задний мост у меня покупает один прекрасный человек, парень, и говорит, да я вот там Moscow Street Van, там все состою, ля-ля, всех знаю. Я ему говорю, я не знаю, чего это за мост, работает он или нет, вроде работает. Он пятишпилечный, там все дела, и я ему его продаю, приезжает транспортная компания, помню, за 15 тысяч, сейчас тоже это смешная цена, но я боялся, мало ли он какой-то не такой, я ему его отправляю, и он, слава богу, встает идеально, и он говорит, ты решил мою проблему, я не мог там много времени ездить, все супер. Не знаю, как сейчас ездит он или нет, надеюсь, что да. И, короче, вот я продал мост, думаю, офигенно, у меня еще передняя подвеска. И тут мне пишет из Chevy Plus сервиса московского. Говорят, нам нужны кулаки. Я говорю, при всем уважении, я разбирать это не буду. Они говорят, ладно, мы посоветуемся. В результате говорят, ладно, окей. И я за 20-ку им продаю полностью вот эти кулаки. И привожу вот здесь в Питере в Chevy Plus. И там, в общем, им отдаю все, получаю бабки. Тоже все это ушло, все, мне больше никто не звонил. Надеюсь, там тоже владелец доволен. Ну, ему, наверное, это продали за 40, если у меня купили за 20 в Chevy Plus. Но... Не знаю, в общем, надеюсь, что он доволен. Следующая глава — лом, назовем ее так. Это мастер, к которому все ездили, но я к нему тоже очень хотел поехать, но у него никогда не было времени. Он говорил, так, давай там потом. Ну, вот, 3 месяца я где-то, наверное, ожидал. Приехал я к нему, он поднял, ну, он такой своеобразный, но сейчас я уже его люблю, я привык уже к нему. Я мог к нему прийти, он мне говорит, я пиццу не заказывал. Я приехал к нему, он поднял, и мы как бы, ну, и я офигел, потому что там до этого никто с ним ничего особо не делал. То есть там все было вообще жутко, и половина газели было, половина еще чего-то, тормоза не работали. Там не было вообще тормозной жидкости, там, короче, куча всего. Тормоза фиговые, электрика, просто мрак. Там было на второй какая-то сигналка, на второй аккумулятор, потому что, ну и в скорой там эти мигалки, никто это ничего не делал. Газовое оборудование по сей день там просто заглушено винной пробкой какой-то. Я офигел, естественно, что мне надо делать. И там был первый транш, ну вот первое лето, я сделал на 130 тысяч рублей. Для меня это тоже было офигенно. Я его купил за 150. Вот, но все это сделал. Он поехал вообще, естественно, по-другому. Он стал еще увереннее ездить. Вот, мы там съездили на гонку Rebel Race. И на дачу я на нем съездил. Ну и вообще там я стал ездить прям, ну, больше намного, потому что стал более уверенным. Поскольку надо было много еще чего поменять, так совпало, что у меня мама поехала в тот момент в Штаты. Там было много смешных историй, типа того, что я здесь на Авито хотел купить модельку белую, там, Johnny Lightning, и мне чел говорил, что я уже продал коллекционеру. Я говорю, да у меня вен такой, да я больше заплачу. Я знаю, что бывают ситуации, когда человек меняет свое решение, но этот был, ну, уважение ему. Он, короче, не поддался мне. Вот, и продал другому челу. Я в результате мамы нашел на Амазоне, мама купила это или на eBay. Я потом ему в Авито писал, говорю, что миссию прошел, но он мне уже не отвечал. Она купила мне руль, тормозные шланги, болты стартера, потому что там стартер был криво как-то вкручен. Короче, там кошмар был. В общем, она все это купила мне и в чемодане привезла болты стартера. То есть она какие-то все-таки там бросила, потому что они копейки стоят. Но сколько-то там привезла мне. Она купила мне шильды старые, потому что я, вот, продолжение состаривания, потому что новые слишком там были такие современные, теперь у меня старые, там прям 30-ка, как я хотел, потому что 20-ку можно на eBay, там какая-то женщина за большие деньги продает уже 2 года. Но, в общем, я нашел всю эту тему. В общем, она мне все это в чемодане привезла, и вот лом мне поставил, там были такие разницы, там один шланг не подошел тормозной, там он стоит 300 рублей, здесь я его купил за 3000. Он мне установил камеру заднего вида, которую мне давно еще на днюху подарили. Это стало очень удобно. Конечно, она там видна сзади, но здесь я ее спрятал под козырек, то есть так, что она здесь не портит никак салон. Но стало намного удобнее, я, готов пойти на такие. Я, может, перенесу ее в номер, там, чтобы она меньше была видна, но так вообще она круто, прям все видно. И я накинул, там не было кожуха вентилятора, я купил вот у Валеры, тоже супер, все мне там. Какие-то у Захара я купил, вот болт, тоже они мне с комаром очень помогали и помогают по сей день. В результате все эти болты стартера мы поставили. Вот, в результате потом с ним еще пришлось повозиться, потому что он плохо заводился. Поставили какие-то аксессуары, тут поставили ручку на переключение. Это с Жигулей папы Леши Рожкова. У меня тоже как память, я смотрю на это все. Соколай мне еще прислал кнопку Moon на этот руль грантовский. В общем, поставили руль, все подключили, гудок, все нормально теперь работает. В общем,
кучу всего тут сделали, и все стало намного лучше. Короче говоря, шторы я заказываю с дизайном, потому что хочу отделить как-то салон. Рисую сам, поскольку по работе у нас есть там подрядчики с флагами. Он под мой дизайн делает, но я не стал делать блэкаут очень дорого. Я сделал такой. То есть, если я здесь голый, с улицы не будет видно, но я туда вижу на свет. В общем, нормально, как такая тонировочка. Но тонировочка я против, я еще все не могу снять с боковушки. Там какая-то старая, видимо, заводская еще. И, естественно, моя мама не могла все запчасти привезти. И я еще заказываю через Димона Рокобили, потому что он возит все время много, ну, с ним было удобно заказать, помпу, сальник и ленты бака, потому что мои уже были ржавые. Была попытка здесь купить, они были и длиннее, и как будто бы такие же, как у меня, ржавые. И еще за эту зиму у меня валяются старые штампы. Я покупаю у Ромы на черном вене, ну это получается еще осенью, до его отъезда, покупаю его резину Гудрич. Нет, все, что я вру, у него Купер Discoverer. Покупаю. И решаю, что надо. Еще, кстати, у Олега опять-таки я вырубаю, правда, GMC-шные центра, красивые, хромированные. Я решаю, что надо покрасить диски, долго ищу. Нахожу Никиту, который мне красит диски, очень бюджетно и клево. Вот, и я собираю, значит, комплект, который просто сейчас лежит у меня в вене, но будет на складе, просто чтобы был второй комплект нормальный, все работало. Значит, этим летом я уже там много ездил на мотоцикле, и, честно говоря, веном я занимался мало, то есть я только вот в конце сезона уже съездил к Лому. Мы поставили помпу. То есть за это лето я установил магнитолу. Вот 3D принтер, там все дела. Купил еще один телек маленький. Мой кумчик купил мне на Авито. Он угарный такой. К нему можно и Денди подключить. Я думал, может, на выставке на какой-то, но потом не успел все сделать. Я установил себе гудок. Такой, как на старой машине. Я поставил магнитолы. Это победа. Я типа ездил там на дачу. Приветики. На ВНК мы ездили. То есть были выставки на пикнике, в нем опять ночевал уже супер комфортно, потому что у меня появились еще там подушки, и я в ноги кидаю между дверью, и вот тут просто маленький диван, он не во всю длину, чтобы удобно было ходить там и все. Кидаю туда пуф, и то есть я вообще клево сейчас спал, мне жена подарила холодильник еще в него, то есть я мечтал все время сидеть на стуле, который у меня тоже есть раскладной, даже стол теперь есть раскладной, и сидеть целый день, пить пиво и рассказывать всем про свой вен. Ну, так и получается, но я не сижу, но пиво в холодильнике есть. И, вы знаете, в конце сезона я отогнал все это Лому. Оказалось, что у нас подсывает фильтр, который я купил на Авито. В общем, сейчас я уже новый фильтр, как заказал, он есть в наличии. Масло мы менять не будем, потому что в прошлом году все поменяли, а ездил я мало в этом. Выходного дня был вен. И осталось, в общем, там чуть-чуть вот сейчас поменять фильтр. И в целом через месяц... и замок двери тоже, спасибо елке. У меня сгнил задний замок двери, я там зашейвил. Там было все, лючок был весь там, раздолбан. Вот. И я в результате просто его закрыл, у меня открывалось только изнутри. А если оставить открытым, то на ходу открывалось, потому что нижний замок отгнил. И вот мне Леха сейчас прислал этот замок. То есть осталось установить замок. Там еще что-то какой-то люфт есть. Я забыл, как эта деталь называется в рулевом. Возможно, в этом году установлю, но он стоит просто 8 тысяч. И либо, может, уже в следующем. За зиму пока подкоплю денег там и поставлю это все. И вот поменять фильтр, с которого течет. И в целом дальше продолжать работу над ним. Так что вот такая вот история. Не знаю, она долгая или нет, но выглядит как будто долгая по времени. Примерно 1,5 часа базара. Без вставок. Респект Палычу. Зачем я это рассказываю? Ну ладно. Чтобы все знали, где он стоит. Да я везде это говорил. Зачем я это говорю? Ну ладно, запикаем. Не, я тебе сейчас говорил о том, можно ли это говорить, что меня потом в тюрьму не посадили. Я пошел заводить. Спасибо всем, кто посмотрел эту так называемую документалку. Надеюсь, слова паразиты не испортят впечатление от просмотра. Я, конечно, забыл какие-то манипуляции с машиной, и наверняка я не всех упомянул, кто мне помогал на моем пути.
Знаете, я вас всех обожаю. Точно где-то была перепутана хронология событий, но я думаю, это будет заметно только мне. За время монтажа уже много чего добавилось, так как прошла целая зима. Мирон продолжает поиски парочки нехватающих резинок от гелика для задних дверей, так как они подходят. Он также помог мне с чисткой и покраской кастрюли для фильтра, который мне прислал Ваня. Я также раздобыл окна баблы с помощью Дениса и отчасти Томаса. Эти баблы, я надеюсь, мне поможет врезать Лука. А в боксе рядом Паша наконец-то переварит мне задний амор. Потом я поставлю хромарок, который прислал мне Витя. Я рассказывал до этого про светильники. Я уже полностью их отмыл и подготовил всю проводку для установки в вэн. Рома перед Новым годом привез мне прокладки под интейк и рулевую сошку в ручной кладе. А скоро привезет мне уже заказанные 32 гайки для колес. Это бесконечный процесс, который так и будет продолжаться, как я это уже понимаю, всю жизнь. Конечно, это видео больше рассчитано на любителей данных автомобилей, но возможно люди, далекие от этого, просто кайфанут от процесса и, так скажем, реализации моей мечты. Я прекрасно понимаю, что для кого-то подход и какие-то мои решения будут казаться забавными или откровенно глупыми, но такой уж у меня путь. Не хочу говорить банальные вещи, но я твердо считаю, что мечты надо реализовывать. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Движение жизни. Еще раз спасибо и до новых встреч.